Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Тайга не прощает слабости, но она умеет помнить добро. В ту весну лес задыхался от паводка. Снег, скопившийся в распадках, таял слишком быстро, превращая мирные ручьи в ревущие потоки, несущие с собой грязь, вырванные с корнем деревья и смерть. Тигрица, которую местные охотники называли янтарной, за необычный цвет глаз, билась в железных оковах с яростью обреченной. Стальной трос, вгрызшийся в кору векового кедра, не давал ей ни шанса. Браконьеры знали свое дело. Ловушка была поставлена на совесть, на тропе к водопою, которая теперь превратилась в край разлившейся низины. Но не боль от впившейся в лапу стали терзала ее. В 10 метрах, там, где земля уходила под мутную, ледяную воду, боролся за жизнь ее единственный котенок. Маленький полосатый комок отчаянно бил лапами по воде, пытаясь зацепиться за скользкий корень ивы, но поток был слишком силен. Каждый раз, когда его мордочка скрывалась под водой, сердце тигрицы разрывалось от хриплого, надрывного рыка, переходящего в почти человеческий плач. Она рванулась вперед с такой силой, что сустав хрустнул, а шерсть на лапе окрасилась багряным. Бесполезно. Цепь звенела, натягиваясь как струна, а ее сын слабел. Его движения становились медленными, тяжелыми. Глаза бусины с ужасом смотрели на мать, и в этом взгляде было прощание. Андрей, егерь в 3-м поколении, обходил дальний квадрат заповедника. Слух у него был настроен на чистоту леса. Он слышал, как падает сухая ветка, как шуршит в траве полевка. Но то, что он услышал сейчас, заставило его замереть. Это не был обычный рык хищника на охоте. В этом звуке концентрировалась абсолютная, первобытная мука. Он бросился на звук, продираясь сквозь густой малинник и перепрыгивая через поваленные стволы. Выскочив на край затопленной поляны, Андрей на секунду оцепенел. Картина была жуткой. Огромная кошка, прикованная к дереву, и крохотный тигренок, который уже почти перестал бороться, лишь едва держась на поверхности за счет воздуха в легких. «Господи!» — выдохнул Андрей. Он понимал риск. Раненая, обезумевшая от горя тигрица могла перегрызть ему горло, как только он приблизится. Но времени на раздумья не было. Тигренок ушел под воду. Андрей сбросил куртку и сапоги. Ледяная вода обжигала, перехватывала дыхание. Он по пояс вошел в мутную жижу, чувствуя под ногами вязкое дно. Тигрица замолчала. Она замерла, оскалив клыки, следя за каждым движением человека. Ее рык теперь был низким, предупреждающим вибрационным гулом, от которого дрожали кости. «Тише, девочка, тише», — шептал Андрей, хотя сомневался, что голос может ее успокоить. Он нырнул туда, где в последний раз видел полосатую спинку. Пальцы наткнулись на что-то мягкое и холодное. Схватив малыша за шкирку, Андрей вынырнул, жадно глотая воздух. Тигренок не двигался. Выбравшись на берег, подальше от радиуса цепи, но так, чтобы мать видела, Андрей перевернул котенка вниз головой, вытряхивая воду, а затем начал интенсивно растирать его грудную клетку. Прошла вечность, прежде чем малыш судорожно кашлянул и издал слабый писк. Андрей осторожно положил его на сухую траву. Тигрица смотрела на него. Ее взгляд изменился. В нем больше не было ярости, только бесконечное, напряженное ожидание. Тишину, установившуюся на поляне, нарушил не хруст ветки, а чуждый лесу звук, лязг затвора и приглушенный мужской смех. Андрей мгновенно подобрался. Браконьеры.
Он схватил тигренка и спрятал его в густой тени под вывороченным корнем огромной ели, прикрыв лапником. Сам же затаился за стволом кедра, к которому была прикована тигрица. «Ну что там, Михалыч? Дошла кошка или все дергается?» — раздался грубый голос. «Да куда она денется? Трос вольфрамовый, зубами не перекусить. Шкура будет. Первый сорт, ни одной лишней дырки. Китайцы за такую целое состояние отвалят». Из-за деревьев вышли двое. На плечах карабины, в глазах холодный расчет. Они остановились в 10 шагах от тигрицы. Та, почуяв врагов, прижала уши и глухо зарычала, из последних сил пытаясь заслонить собой то место, где спрятали ее детеныша. Андрей понимал, если они увидят его, живым из леса он не выйдет. Свидетели браконьерам не нужны. Но и оставить животное на расправу он не мог. Он поднял с земли тяжелый камень и с силой зашвырнул его в противоположную сторону, в заросли кустов. «Кто там?» Один из мужчин вскинул ружье, целясь на шум. «Смотри, ветки шевелятся. Может, самец вернулся?» Пока они отвлеклись, Андрей вышел из-за дерева. Спокойно, уверенно, держа руки на виду, но так, чтобы казаться крупнее. «Оружие опустить!» Его голос прозвучал, как удар бича. «Это территория государственного заповедника. 5-й сектор под охраной». Браконьеры вздрогнули и развернулись. На их лицах отразилась смесь испуга и злобы. «Егерь?» — сплюнул тот, что постарше. «Ты один парень, а нас двое, и у нас стволы». «Вы не одни», — блефовал Андрей, глядя прямо в глаза старшему. «Группа рейнджеров на квадроциклах в 2 километрах отсюда идут на мой сигнал. Через 5 минут они будут здесь. Хотите сесть на 15 лет за убийство краснокнижного и нападение на должностное лицо? Или уберетесь сейчас, пока я не передал ваши приметы?» Наступила тяжелая пауза. В воздухе пахло озоном, мокрой шерстью и надвигающейся грозой. Палец браконьера дрогнул на спусковом крючке. Он наценивал шансы. Андрей не отводил взгляда, хотя по спине катился холодный пот. «Хрен с ним, Михалыч», — буркнул младший. «Не стоит оно того. Пошли, пока не прижали». Они начали медленно отступать, не опуская ружей, пока окончательно не скрылись в лесной чаще. Андрей ждал еще 10 минут, вслушиваясь в удаляющиеся шаги. Когда лес снова стал своим, Андрей подошел к тигрице. У него были с собой мощные кусачки по металлу, обязательный инструмент егеря. Он медленно приблизился. Тигрица не атаковала. Она лежала, тяжело дыша, и смотрела на него своими янтарными глазами. В этом взгляде читалась странная, почти человеческая мудрость. Щелк. Трос лопнул. Андрей быстро отступил назад. Свободная кошка поднялась, пошатываясь. Она не бросилась на своего спасителя. Вместо этого она подошла к еловому корню, откуда уже доносилось нетерпеливое попискивание. Она вытащила котенка, обнюхала его, несколько раз лизнула в макушку и, взяв за шкирку, обернулась. На секунду их взгляды снова встретились. Андрей кивнул. Тигрица тихо фыркнула. Звук, похожий на кошачье «спасибо», и бесшумно растаяла в сумерках. Прошло 3 месяца. Тайга оправилась от паводка, зазеленела, налилась соками. Андрей продолжал свою работу, но осторожность стала его вторым именем. Он знал, что те браконьеры не забыли его лица. Это случилось во время планового обхода старой вырубки. Андрей заметил свежие следы протектора там, где проезд был запрещен. Он пошел по следу, надеясь зафиксировать номера машины, но угодил в классическую засаду. Удар прикладом в затылок сбил его с ног. Когда туман в голове рассеялся, Андрей обнаружил, что сидит на земле, привязанный к сосне. Перед ним стояли те же двое, только теперь они не боялись. «Ну что, герой,
Где твои рейнджеры на квадроциклах?» — усмехнулся Михалыч, потирая разбитый кулак. «В прошлый раз ты нас развел. Больше не получится». «Вас все равно найдут», — хрипло ответил Андрей. «Найдут, конечно. Во враге. Через годик, когда медведи обгладают. В лесу несчастные случаи — обычное дело». Младший браконьер достал нож. «Кончай с ним, Михалыч, и валим». В этот момент лес вздрогнул. Это не был просто звук. Это была волна чистой, первобытной мощи. Оглушительный рык ударил в спины браконьеров, заставив их подпрыгнуть на месте. Из зарослей папоротника, словно соткавшись из теней и солнечных бликов, вылетела огромная золотистая тень. Тигрица не просто напала. Она была воплощением возмездия. Одним ударом лапы она отбросила младшего на несколько метров, отправив его в глубокий нокаут. Михалыч в ужасе вскинул карабин, но кошка была быстрее. Она прижала его к земле, не выпуская когтей, но оскалив клыки прямо перед его лицом. Мужчина закричал, выронил оружие, и как только тигрица чуть ослабила хватку, вскочил и бросился наутек, не разбирая дороги, бросив напарника и снаряжение. Его вопли затихли где-то в глубине чащи. Тигрица подошла к Андрею. Она была еще крупнее, чем он запомнил. Ее шерсть лоснилась на солнце. Она наклонилась, и Андрей непроизвольно зажмурился. Но вместо удара он почувствовал прикосновение. Острыми, как бритва, зубами она с ювелирной точностью перехватила веревки на его запястьях. Один рывок, и путы пали. Андрей медленно поднялся, растирая затекшие руки. Тигрица стояла рядом, почти касаясь его боком. В ее глазах не было дикости, только тихая, спокойная уверенность. «Здравствуй, янтарная», — прошептал он. Она ткнулась носом в его ладонь, оставив на коже ощущение тепла и силы. Затем, коротко рыкнув, она повернулась и не спеша направилась к лесу. У самой кромки деревьев из кустов выскочил подросший, окрепший тигренок. Он на секунду задержался, посмотрел на человека, который когда-то вытащил его из ледяной воды, и прыгнул вслед за матерью. Андрей смотрел им вслед, пока последний золотистый блик не исчез в зелени. Он знал, теперь этот лес охраняет не только он. У тайги долгая память, и добро, брошенное в ее холодные воды, всегда возвращается теплом.